привет! Сегодня я поделюсь рецептом медового бисквита без раскатки коржей. Если вам интересно, смотрите дальше. Нам понадобится мед, сливочное масло. Ставим в ковшик, греем на плите, пока масло растворится, объединится с медом. Добавляем соду, перемешиваем, пока из массы образуется такая пена. Греем на медленном огне, помешиваем примерно 1 минуту после того, как масса уже превратилась в пену. Снимаем с плиты, еще немного перемешиваем и оставляем немного остудиться. Подготавливаем муку, просеиваем. В другой чаше взбиваем яйца, добавляем сахар. Яйца с сахаром взбиваем до светлой пышной массы. Она увеличится в объеме. Потом вливаем тонкой струйкой медово-масляную смесь, которая в это время уже немного остыла. Она может быть теплая, но не горячая. Все перемешиваем миксером на низких оборотах. Добавляем постепенно муку и все перемешиваем миксером. Я в конце добавила немного кардамона, но кардамон это на любителя. Для меня кардамон очень хорошо подходит для медового или карамельного вкуса. Усиливает вкус меда и карамели. Переливаю все тесто на противень 30/40, распределяю равномерно и выпекаю 180 градусов примерно 20-30 минут до румяного цвета. Готовность проверяем сухой палочкой. Торт я буду готовить 14 сантиметров в диаметре, поэтому с кольцом 14 сантиметров вырезаю. Бисквит получается очень нежный, воздушный, ароматный. Для этого бисквита немного нужна будет пропитка. Для пропитки я использую сахар, вода и можно немного добавить по желанию коньяк или ром. Можно, конечно, обойтись и без алкоголя. Подогреваем, прокипятим примерно минутку и пропитка наша готова. Остужаем. Когда бисквиты остыли, я снимаю пергамент и продолжаю готовку. Очень много пропитки он не требует. Если вам нету времени, чтобы торт отстоялся, пропитался от крема. Дополнительно добавляю черно-смородный конфит. Очень хорошо подходят кислые ягоды. Тонким слоем распределяю конфит. Наношу крем. Крем я использую творог со сливками. Если творог с крупинками, его надо перебить блендером. Добавляем сахарную пудру, сливки и все взбиваем до пышной массы. Я испекла один бисквит в размере 30/40 сантиметра. Вырезала 5 коржей 14 сантиметров. И потом каждый еще поделила пополам. Все коржи я в этом торте не использовала. Если у вас остается какой-нибудь бисквит, заворачивайте пищевую пленку и отправляйте в морозилку. И потом, если вам надо какой-нибудь тортик приготовить, у вас уже будет в морозилке бисквиты. Такие бисквиты могут храниться примерно месяц. Этот рецепт очень удобный, если надо быстро, просто и вкусно. Испекли один бисквит, и у нас получается сразу много коржей. Собираем торт в тот же самый день, когда испекли бисквит. Нам не надо ждать, пока бисквит стабилизируется.
Нам не надо раскатывать коржи. Собрала торт, покрыла пищевой пленкой и ставлю в холодильник. Продолжение этого торта будет в одном из следующих видео. Поэтому не забывайте подписываться, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, рецепты, эксперименты. Всем пока! Встретимся в следующем видео.